Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Посмотрим на ногти моей модели. Тут выполнен френч, этим ногтям больше 1 месяца. Его я выполняла для урока, для нового курса Топ Мастер Сакрамел. Поэтому, если вы хотите научиться выполнять френч также, то добро пожаловать на него. Ссылку оставлю в описании. Сегодня хочу вам рассказать про такой эффект, как усадка базового покрытия. На этой модели выполнялось покрытие гель-лаком, так как это было необходимо в рамках курса, но мы видим, что сейчас у модели уже достаточная длина. Что такое усадка материала? Это его деформация, как правило, по стрессовой зоне. То есть архитектура, поперечная и продольная арка уже не выглядят такими, какими они были изначально при выравнивании. Материал как бы проседает в этом месте. Почему именно в этом месте? Когда приходится нагрузка на свободный край, на стрессовую зону приходится большое воздействие. Именно поэтому в данном месте происходит эффект усадки. Из-за чего она также появляется? Если, например, выбрать базовое покрытие, которое не твердое, не армирующее, а достаточно пластичное, то есть имеет свойство растягиваться. Как раз такими базовыми покрытиями обычно и происходит эффект усадки. Чтобы избежать такого эффекта, нужно использовать более твердые материалы. Это может быть как твердая база, так и гель для моделирования, или акригель, или акрил. То есть, чем длиннее становятся ногти у вашего клиента, тем больше ему рекомендуется укрепление твердыми материалами. Это позволит ногтю не изгибаться по стрессовой зоне, и, соответственно, эффекта усадки уже не будет. Усадка, конечно, не влияет на качество ногтевой пластины, хотя иногда бывают трещины по точкам вроста из-за этой причины. Это больше влияет на визуальную составляющую, что ноготь уже не выглядит таким идеальным, как изначально. Мы снимаем старое покрытие до тонкой подложки, для того, чтобы убрать эту пластичную камуфлирующую базу. Остатки базы подпиливаю пилкой 100-180 грит. Можно оставить небольшой слой, если база стоит хорошо и не отслаивается. На этом этапе можно подровнять форму, но в принципе этот этап можно оставить и напоследок. То есть допускается и так, и так. Можно сначала опилить на черновую, то есть убрать необходимую длину, которую хочет клиент, а затем больше четкости придать в конце, после выравнивания. Выполняем комбинированный маникюр. Кутикула у клиента совсем небольшая, поэтому используя насадку с красной насечкой, срез будем выполнять при помощи ножниц. При такой кутикуле и типе ногтевой пластины важно долго не водить насадкой по одному месту во избежание пропилов. Именно поэтому выбираем красный абразив, не синий, для данных рук. Совершая небольшие поступательные движения. Не совершайте длинных, так как чем длиннее движение, тем глубже насадка будет в ногте. Во время среза важно двигаться единой полосочкой, чтобы не было заусенец. Если пока что так не получается выполнять срез, то можно после среза ножницами доработать его при помощи алмазной насадки, сделать такую шлифовку, либо силиконово-карбидной насадки. Это специальная фреза, которая не имеет абразива, как алмазная, наоборот, она работает по-другому, имея углубление по своей поверхности, похоже на губку. Таким образом, она шлифовывает сухие остатки кожи, полирует ее, и впоследствии заусенцы с меньшей вероятностью появляются вновь. Способов шлифовки очень много. Например, в нашем курсе Топ-мастера мы рассматриваем 5 способов шлифовки кожи после среза. Обезжириваем ногтевую пластину и наносим праймер. Это средство, которое обеспечивает лучшую сцепку в небольшом количестве на всю ногтевую пластину. Теперь важный этап – база. Так как ногти у моей модели скручиваются, что также послужило причиной усадки материала, нам необходимо нанести пластичную прозрачную базу в качестве подложки. Пластичная база будет повторять изгибы ногтевой пластины, и с меньшей вероятностью последующий материал отслоится. То есть она у нас служит подложкой, а прозрачная база всегда имеет лучшую носибельность, нежели, например, камуфлирующая. Или, например, предположим, вы возьмете твердый материал и положите его сразу на ноготь, без нанесения базы.
таком случае вероятны отслойки по периметру кутикулы. Поэтому лучше перестраховаться и нанести тонкий слой прозрачной базы. Указательный очень сильно скручивается, поэтому необходимо достроить отсутствующий уголок. Для этого будем использовать молочный гель. Набираем небольшое количество на тоненькую кисточку, ей будет проще сработать. Будет проще вытянуть этот уголочек. Вытягиваем по воздуху и быстро-быстро отправляем руку клиента в лампу, чтобы материал не стек. Конечно, для этих целей можно использовать более густые гели или, например, акригель, но, как правило, гелем все-таки быстрее, поскольку не требуется выглаживание материала, не требуется использование специальной жидкости. Просто вытянули уголок и отправили в лампу. И после чего обезжириваем, подпиливаем и ремонт готов. Такой способ является достаточно быстрым. Для укрепления ногтевой пластины, как я уже сказала, мы не можем использовать пластичный материал, поэтому используем этот же гель. Промазываем полностью ноготь для увлажнения, чтобы капля материала растекалась. Ставим ее на наивысшую точку и распределяем по боковым сторонам. Стараемся работать без переворота руки, чтобы материал не оттекал к центру и боковые стороны не остались пустыми. Смотрите на поверхность, чтобы она была ровной. Если все-таки есть какие-то неровности, вы можете подправить их этой же кистью гелевой, либо можно взять тонкую кисточку и аккуратно подровнять, так же как вы выполняете выравнивание базой. Когда вы работаете таким материалом, гелем, необходимо работать контактно, то есть не отпускать его и растягивать постепенно, не проникая кистью вглубь материала. Если это делать, во-первых, будут пузыри, и во-вторых, поверхность долго не будет становиться ровной. Работаем как по воздуху. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Укрепление мы выполнили, и теперь добавим очень красивую камуфлирующую базу с мерцанием от Космопрофи. У них отдельная линейка таких баз, они мне очень нравятся, все цвета потрясающе красивые. Наносим просто в тонкий слой, так же как мы наносим покрытие цветное, без выравнивания, поскольку уже мы выполнили его гелем. Просушиваем и покрываем топом глосс без липкого слоя. Я думаю, вы согласитесь со мной, что сейчас торцы выглядят немного оплывшими, поэтому стоит их подпилить уже после нанесения топа. Почему нельзя было сразу выполнить опил на чистовую? Потому что на кончике ногтя было бы совсем мало материала, и с большой вероятностью он бы скололся. Поэтому подпиливаем свободный край, появляется толщина, которая обеспечит жесткость свободного края. Затем выпиливаем толщину изнутри при помощи твердосплавной насадки. Работаем в положении форвард, смотрим в торец. Оптимальная толщина торца 0,7 мм. Убираем остатки пыли и наш результат. Ногти ровные, прочные, теперь на них не будет эффекта усадки. Ну я желаю всем успехов в работе, счастливо, пока-пока!